Привет! И добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня у нас будет видео немного необычного формата для этого канала, потому что мне хотелось бы порассуждать над одним вопросом, который недавно мне пришел в голову. И начну сразу с примера. Представим ситуацию, что нам нужно выучить слово суперкалифраджилистикоспиралидошис. Наверняка вы знакомы с этим словом, потому что оно из популярного кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» и переведено на многие языки примерно созвучным образом, я думаю, поэтому, возможно, вы догадались, о чем идет речь. Вам говорят, что это слово суперсложное, но его надо выучить. И вы думаете, блин, как же я выучу это слово, это же суперсложно. В итоге садитесь, учите и выучиваете. То, что я вообще скажу, можно применить к любой области в жизни, не только к языкам. Но так как мы здесь говорим про языки, будем применять это конкретно к языкам. И вот я подумала о том, что мне бы, наверное, не хотелось заранее знать, сложно будет это для меня или легко. На примере грамматического правила. Возьмем сослагательное наклонение, которое присутствует во многих романских языках. И обычно я слышу фразу, что сослагательное наклонение очень сложное, и я этого не отрицаю. Но я заранее сажусь его учить с мыслью, что это будет очень сложно. И мой мозг сразу это воспринимает как то, что можно, например, отложить на завтра, или на послезавтра, или вообще отложить куда-то далеко и не пользоваться им, потому что, в принципе, я знаю настоящее, прошедшее, будущее время, для общения мне этого будет достаточно. Все очень индивидуально и зависит от многих факторов. То, что, например, для итальянца может быть в русском языке сложным, для чеха покажется пустяком. Потому что чешский язык принадлежит к той же языковой группе, что и русский, к славянской группе. Хотя они находятся в разных ответвлениях, но тем не менее для чеха будет проще восприниматься что-то, что для итальянца, например, воспринимается посложнее. И мне кажется, что не стоит говорить эту фразу как раз-таки потому, что это, возможно, тормозит обучение. Потому что ты заранее, берясь за какое-то правило, за какую-то конструкцию, думаешь, а так ли мне нужна эта конструкция? Потому что мы-то по своей природе ленивые. И когда что-то возникает такое, что без чего вообще можно в теории обойтись, почему бы тогда это не подвинуть на второй план? То есть нам элементарно лень за это браться. И хорошо, есть ситуации, когда у человека что-то горит. Сленговое слово «горит» значит, что человек спешит, что ему что-то срочно надо сделать. Если вы не видели мое видео про сленговые слова, вот здесь будет ссылочка, и обязательно его посмотрите. Например, человеку нужно сдать экзамен через месяц. И он в любом случае сядет и выучит это правило. Сложно ему будет, легко, это не важно. Но если он этого не сделает, он просто не сдаст экзамен. У него есть такая потребность. А есть человек, который просто учит язык для себя. Ему не нужно сдавать никакие экзамены, ему не нужен этот язык для работы. Он просто учит язык в расслабленной форме. Ему важно, чтобы его понимали хотя бы как-то, и чтобы он понимал других. Поэтому он может обойтись без этого сложного правила. И он думает, а зачем мне сильно напрягаться, учить это правило, если я это сделаю завтра? А завтра он говорит то же самое. И в итоге либо подходит с трудом к этому правилу, либо вообще к нему не подходит, потому что ему сказали, что это сложно. И вот как будто бы из-за этого усложняется процесс обучения. Так вот, я не знаю, насколько эта теория верна, потому что я ее придумала сама. Но мне кажется, что в этом есть смысл. И вообще эта мысль у меня закралась тогда, когда я стала обращать внимание на какие-то ситуации, похожие моменты, когда перед тем, как мне что-то нужно было сделать, мне говорили, только имей в виду, это сложно.
И у меня заранее появлялось вот это чувство страха, тревоги, неопределенности. Мне не хотелось это делать, потому что я знала, что это будет сложно. Я могла это отложить, могла к этому вообще никогда не прийти. Могла сделать и сделать хорошо, но могла бы сделать лучше, потому что я бы избавила себя от этой неприятной части, где мне нужно себя настроить на то, чтобы это сделать. И все из-за одной фразы. Это сложно. И вообще, язык – это ведь вещь непростая. Я думаю, что каждый это знает и понимает. И зачем тогда усложнять и без того непростой процесс и говорить, что что-то еще сложнее, чем мы думали, что это будет? Мне бы, например, хотелось узнать на своем собственном пути, сложно это будет для меня или нет. Потому что я могу говорить на другом языке, у меня мозг работает по-другому, я в целом другой человек, и у меня все по-другому. Поэтому и восприниматься что-то будет иначе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и, возможно, даже кому-то из вас доводилось попадать на какие-то научные исследования по этой теме. Я, к сожалению, ничего не нашла. Может быть, это не я такой гений придумала новую теорию, а кто-то уже до меня описал этот процесс мозговой деятельности. Поэтому, если что-то такое вам удавалось читать, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И еще скажите, как вам такой формат видео, стоит ли делать что-то подобное в дальнейшем, потому что мне кажется, что иногда должно быть что-то более спокойное, что-то, что можно посмотреть за чашечкой кофе или чая, смотря что вы предпочитаете выпивать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если вам нравится мое видео, и заходить сюда раз в недельку, потому что каждую неделю я публикую одно видео, чтобы у вас было больше полезных и интересных материалов при изучении русского языка. Спасибо, что смотрели, и пока-пока!